Я рад вас приветствовать на моем канале, а в этом видео я расскажу о тех механизмах, которые действительно приводят к негативным последствиям в результате просмотра порнографии. Так вот, несмотря на то, что исследования прямой связи не обнаруживают между просмотром порнографии и развитием какого-либо сексуального расстройства или сексуальной дисфункции, все-таки объективно порнография является таким значимым фактором, который может существенно ухудшать качество сексуальной жизни и приводить к каким-то новым проблемам и сложностям. Но это возможно только при соблюдении следующих условиях. Либо какого-то одного условия, либо сразу всех трех. Первое условие – это детский возраст или подростковый возраст. Именно по этой причине в большинстве стран порнография запрещена лицам до 18 лет. Почему же все-таки порнография для подростков опасна? Первое – это несформированная нервная система, и из-за того, что она не сформирована, любая информация может оказать такое достаточно губительное воздействие на детскую психику, на подростковую психику и иметь в некоторых случаях необратимые последствия. Второе условие – это особенность нервной системы. Ну и исследования показывают, что именно лица, у которых есть особенность функционирования в префронтальной коре, для них просмотр порнографии или любое какое-то другое действие, допустим, азартные игры или наркотики, они могут иметь более решающее значение в формировании поведения, в развитии каких-то аддиктивных форм поведения, чем, допустим, для других людей, у которых такой особенности нет. И третья причина, третье условие, точнее, это наличие какой-либо проблемы, значимой проблемы для человека, и эта проблема имеет постоянный характер и приводит к возникновению хронического дистресса. Сейчас мы с вами более подробно рассмотрим именно третье условие, потому что чаще всего те люди, которые либо субъективно ощущают проблемы, связанные с просмотром порнографии, которые повлияли на их сексуальную жизнь или на личную жизнь, чаще всего они как раз-таки находятся в третьей вот этой категории, именно третье условие привели их к тому, что у них возникли проблемы из-за просмотра порнографии. Сейчас мы с вами это разберем. На этом слайде я хочу объяснить, как третье условие влияет на развитие негативных последствий от просмотра порнографии. Как я уже говорил, здесь значимый момент – это наличие проблемы, которая вызывает у человека стресс, дистресс вызывает. Этот дистресс приводит к тому, что человек чувствует напряжение и ощущает необходимость найти какой-то способ, чтобы это напряжение каким-то образом снизилось. Особенно если эта проблема связана с сексом, либо связана с проблемами поиска партнера, с проблемами в коммуникативной сфере или в эмоциональной сфере, что у человека, допустим, неустойчивое какое-то настроение или повышенный уровень тревожности, что мешает ему, допустим, получать или удовольствие от секса, или найти партнера. Также здесь проблемы могут быть органического характера, которые тоже субъективно человеком переживаются как такой вот постоянный стресс. Все это приводит к тому, что человек ищет способ, как свое напряжение снизить. И случайным образом обнаруживает такую закономерность, что после просмотра, допустим, порнографии и мастурбации, во-первых, это напряжение спадает, во-вторых, он еще получает достаточно сильное удовольствие от этого. И это приводит к формированию такого опыта, что человек знает, что мне данная практика может помочь. Следующий этап – это возвращение, принятие решения снова и снова воспроизводить эту практику для того, чтобы себя стабилизировать. То есть это в каком-то смысле воспринимается человеком как некоторый способ, помочь себе изменить свое состояние и снизить уровень напряжения. Ну и, конечно же, получить удовольствие. И вот чем больше таких циклов человек проходит, чем больше времени он тратит на просмотр порнографии при наличии той проблемы, которая его подтолкнула к просмотру порнографии, тем, естественно, все больше и больше человек, отдаляется и от решения проблемы, он ухудшает качество своей сексуальной жизни, потому что у него появился такой условный способ снять некоторое напряжение, но при этом никаким образом не решать основную проблему. И, к сожалению, это в том числе приводит к тому, что сам человек убеждается в мысли, что моя проблема связана именно с просмотром порнографии, и надо как-то себя этого лишить, и проблема
собственно говоря, тоже вместе с этим исчезнет. Это тоже один из механизмов, почему мужчины, которые там прибегают к такой практике, что они полностью лишают себя порнографии, они не находят желаемого эффекта, потому что основная причина здесь никаким образом не решается, а наоборот, лишив себя вот такого временного способа снижения напряжения, наоборот, это напряжение будет нарастать, усиливаться, и, к сожалению, в большинстве случаев оно приводит к тому, что мужчина снова, если так выразиться, срывается и снова входит в этот круг. В завершение хочу сказать о том, что если вы при просмотре этого видео что-то заметили похожее в своей жизни, в своей сексуальности, если вы действительно, допустим, считаете, что есть какие-то проблемы в вашей жизни, связанные с просмотром порнографии, то в этом случае необходимо, конечно, обратиться к специалисту, психологу, психотерапевту, сексологу, который, выслушав вас, проведя обследование, даст заключение и даст вам рекомендации. Сразу вам скажу, если в подобной ситуации вы слышите от специалиста рекомендацию там полностью прекратить просмотр порнографии и, не дай бог, полностью прекратить мастурбировать, то к такому специалисту больше приходить не нужно. Эта рекомендация не поможет. Помогает комплексный подход, когда психотерапевт или психолог или сексолог с вами вместе выявляет вот основную причину, которая повлияла на развитие такого цикла, и дает вам рекомендации, как работать именно с основной причиной. На этом все. Спасибо за просмотр. Если есть вопросы, пишите в комментарии, я на них отвечу.